Привет зрителям нашего канала со всего мира. Сегодня наконец-то у нас выходит новое видео. Произошла небольшая задержка, так как мне пришлось обратиться к мастерам по ремонту костей. Сейчас все хорошо, мы плотно начинаем заниматься работой. Постараемся как можно больше выпускать видео для вас. Всем приятного просмотра. Сегодня у нас в ремонт приехала Scania P360 с 13-литровым мотором. Сергей, с какими проблемами она? С проблемами у нас уходит антифриз в небольшом количестве, говорит, литра 2 там в неделю подливает, но уходит в неизвестном направлении, то есть снаружи нигде не течет. Выяснил, что сапуна немного эмульсия видна и нащепло. То есть он понял, что уходит в масло. Сейчас снимем поддон, дадим давление и увидим, где течет. Все, хорошо, приступаем. Пробег автомобиля 1 200 000. Был ли капитальный ремонт до этого, неизвестно, но мы сейчас в ходе диагностики это установим. Оп, небольшой сюрприз. Масло слито. Скидываем поддон. Придется мне снимать вот это больше. Промплиту? Угу. Не видно ничего. Итак, при осмотре снизу заметили, что антифриз капает из 6-го цилиндра. Сейчас будем разбираться дальше. Снимаем клапанную крышку на 6-м цилиндре. Ты снимаешь форсунку, эндоскопом смотреть будешь? Эндоскопом. Таким образом мы освободили отверстие для осмотра цилиндра. Сейчас мы через это отверстие попадем прямо внутрь. Вот. Итак, змея пошла. Поршень вверху сыпал как раз. Вот пока крышечки у нас лежали, накапала эмульсия. Живая прям. Проворачиваем коленвал. Итак, поршень у нас внизу. Не, я там что-то нашел, но я пока туда. С кольцом. Дай-ка тоже. Что там? Вот уже Дырка. Дырка? Покажи. Там, короче, чудо-нож. Ага. И вот мы что находим? У нас отверстие в гильзе, да? Да. И отсюда у нас вот и попадает антифриз. Вот капелька просочилась. Интересно, если честно, почему она не просочилась наружу. Ну, это ладно. Тут и кавитация гильзы. А если сейчас дать давление, то будет она еще больше просачиваться, да? Да. Польется. Пока видно капля
Антифриза на 6-м цилиндре. Тут почему-то есть капельки, где-то не капельки, уже непонятно, видишь, как прожжено или что. Что далее? Снимаем голову. Снимаем Снимаем эту гильзу. и смотрим, какая у нас проржавевшая с обратной стороны. Да? В данном случае одну гильзу, но, соответственно, будем рекомендовать все остальные уже после снятия этой, по факту. Что вот есть проблемы. Все остальные рекомендуется тоже снимать и смотреть. Форсунки все равно будем проверять, и они же там сделают. Ну там нету скобы, там скоба должна быть такая. Друзья, когда мы ремонтируем двигатели грузовых автомобилей, вы можете заметить, какими грязными бывают некоторые его детали. Что снаружи, что внутри. Я практически никогда не показываю, как мы подготавливаем детали двигателя к сборке, как их очищаем, другие процессы. Но процесс этот, конечно же, является обязательным перед сборкой двигателя. Для качественной подготовки деталей к сборке мы используем профессиональные очистители сложных загрязнений российского производства фирмы Lavor. Вот такой вот готовый пенный очиститель деталей, и используем также мы концентрат, который можно разбавлять в различных соотношениях в зависимости от сложности загрязнений. Сейчас мы вам покажем на примере, как это работает. Мы положили в мойку грязные детали. Очень грязные. С первого раза может не отмыться, так как очень грязные, то есть грязь, вот этот песок надо сначала будет все сполоснуть, помыть. Мы сразу же сделаем намасленное, будем проверять вот на этом масляном в первую очередь. Брызгаем на детали, чуть-чуть у нас постоит это все, раскиснет, и потом включаем мойку для того, чтобы это все ополоснулось. Ну, видишь, прям ну да, прошло всего лишь 30 секунд, и уже все стекает вниз. Итак, друзья, прошло 2 минуты, и мы закрываем мойку. Ничего себе. Слушай, такая грязь была. Смотри, Ну вот здесь. то, что здесь масляное отмылось хорошо. Везде все хорошо отмылось. Единственное, чуть-чуть, где углубление, грязь осталась. Ну, это сейчас механически почистить и еще раз ополоснуть. Даже с учетом того, что детали были очень сильно загрязнены. Основная грязь вся смылась. Ну, круто, круто. Друзья, ну я думаю, результат очевиден для всех. Кто хочет приобрести такое же средство, я оставлю ссылку на магазин Lavor в первом закрепленном комментарии, а также в описании к данному видео. Переходите и заказывайте. Ну а мы продолжаем работать. Если что, кричи оттуда. Если что, подать. Подсобников у тебя хватает. Я, Серый. Славка, как дела там? Получается все? Ага, красиво. Это у нас впускной коллектор. Далее откручиваем топливную рампу. Теперь мы сливаем антифриз. Здесь есть специальное отверстие, да? Есть, чуть-чуть. Кипочка.
Резинка, блоки, цилиндра. Капельку ту. Ну что, поршень достаем. Поршень, Поршень, гильзу. а там гильза. Хороший. В принципе, ничего, красиво все. Специнструмент. Вот она. Отверстие. Что состояние гильзы мне неизвестно, конечно. Вот смотрите, сверху, по центру, здесь. Вот наши дырки. Вот наша кавитация. О, видишь, еще тут резинки. Здесь еще на резинку. Это не кавитация, это просто Коррозия. насекомые завелись, и они здесь, и вот выедают. Моль посекла. Человек же Ну, на воде ездил когда-то. Ну, понятно, что все остальные надо тоже менять, потому что они будут тоже примерно в таком же состоянии, только еще пока не надо. Будем созваниваться с клиентами, согласовывать. Кавитация. Плохая, неточная посадка гильзы цилиндра, использование несоответствующих уплотнительных колец круглого сечения, использование неподходящего средства охлаждения двигателя, недостаточное давление на входе в системе охлаждения, слишком низкая, высокая рабочая температура, препятствие при движении охлаждающей жидкости. Это последствия кавитации. На гильзы вот такие вот следы. Что мы имеем, соответственно. А это для тех комментариев, которые... Говорят, как Предыдущих может видео. быть кавитация быть в двигателе. Вы да. знаете хоть, что такое кавитация и прочее? Да, прочее? да. То есть пишут Матчасть. неисправности поршней и, соответственно, гильз, какие они имеются. Это мотор-сервис. Ну, вообще, ИКС. Cold & Schmidt. Cold & Schmidt, да, тоже. посмотрю состояние клапанов и состояние управляющих у них болезнь. Есть вертит, да? Ну, конечно, это надо по-правильному мерить. Поэтому Предварительный осмотр. предварительно смотрим. Клапан тут надо его чуть-чуть будет только пройтись. Пройтись ты имеешь в виду вот на этом станке? Да. Ну, впуск, Ну, там. впуск всегда получишь. Выпуск передает на впуск. Здесь Болтается. ну да, так оно. Так, я думаю, здесь мы ускоримся, и я покажу только, как будем доставать поршни и гильзы. На одном цилиндре я уже, в принципе, показал.
Значит, поднимали головку уже одну. Ну, на одной, да, метке стоят. Значит, что-то уже им не нравится там. Хочешь меня чисто посмотреть? Кстати, на этом моторе бугеля ломаные. То есть вот таким образом. И другой сюда поставить нельзя. И перепутать их местами нельзя. Потому что он не подойдет. Они пронумерованы, да, наверное? Нет? Да. Снова берем приспособление номер 3011375. Или это 376? 375. И сейчас будем смотреть остальные гильзы, в каком они состоянии. Вот они тоже пошли дырочки, еще она может у нее сочилась, да, а может и сочилась. Ну, я хуй возьму, что самое больше случилась шестая, поэтому мы к ней обратили внимание. И в принципе это будет во всех цилиндрах. Ну, если что-то не делали с двигателем, может что-то куда-то не влияет? О. Все то же самое. По одной дорожке идем. О. То же самое. Что-то попало, по-моему. Друзья, ну вот, собственно, результат. Очень видно. Видно. Может прицелить не было? Не, ну видно все. Третья остановится. Дальше будем диагностировать блок, Интересно, смотри, знаешь, как головки. Которая страшная гильза, это четвертая была, да? Внутри тут такой. А так, понятно пока что гильзы, кольца, вкладыши, шатуны и прокладочки. И форсуночка дойдем на Bosch на проверку. И головки, скорее всего, направляющие выпускных клапанов. Ну и прицепы, соответственно. Замена маслосъемных колпачков. Ну все, два раза берем и видим. Причины, по которым происходят данные неисправности, Это- Сергей уже обозначил. Да, не заводите это насекомых, блок и так далее. И мы приступаем к сборке. Отремонтировал Слава головки.
Ну это Сережка к этому готовится. Ну чё? Далее закручиваем все шатуны. Или нужна мне помощь? Коннектор мешает. Топливную рампу на место. Выпускной коллектор также установили на место. Установили впускной коллектор. Далее все затяжкой. Делаем доворот. А вот, кстати, эмульсия, где у нас была. А вот было и не стало. Прокачали топливную, пробилось все заводом.
именно так. Встань с дивана, да, и сделай хоть что-то. И про время, типа, что вы там делали, сколько, более 3 недель, типа, что такое. Двигатель в капитале, типа, поставить за 3 дня можно. Я говорю, я тоже думаю, блин, интересно, один в смысле, он говорит, эти, как их, кто пакистанцы, типа, они за 1 день все делают. Я правильно, они, блядь, толпой как накинули, все собрали, ну все, да, можно и за 1 день. А тут 1 человек должен... Каждый перед гаражом на песке идет, и ничего же. Ездят же когда эти машины. Не, ну просто как ты что не делай, все равно найдутся люди, которые делают это лучше. Если бы делали, вот я им Я тоже называю говорю. это диванные войска. Вот пускай залезут туда и открутят мне сейчас 4 болтика, которые на мне мозг в ноль. Которые, да, нас смотрятся, а потом говорят, что это быстрее делается где-то. И думают так. Я говорю, давай снимай видео и скидывай, как ты за 3 дня сделаешь. Ну. Он говорит, не, я что, я сам, типа, наверное, не делаю. Я просто знаю, что это делают пакистанцы быстрее.